Ярко светит солнце, поют птички, а мы продолжаем свою стройку. Сегодня 10 июля 2025 года. Значит, что у нас уже мы имеем? 14 рядов стен по технологии TC2. Так вот у нас выглядит гараж. Здесь вот уже оконные проемы, дверные. В таком вот виде. Что хотел рассказать по особенностям кладки блоков. В интернете мало про это рассказывают. Некоторые моменты вообще не нашел, сам доходил. Дело в том, что кладка не ведется как классическая. То есть мы можем изготовить блок, полублока, либо заполнить какой-то промежуток, который меньше половины блока. Соответственно, чтобы нам сделать раскладку под проемы, оконный проем желательно делать кратно блока или половина блока. Вот. И к чему я пришел? К тому, что, например, вот есть сплошная стена без проемов. И здесь, собственно, от угла начинается складка вестись. И вот она доходит, например, до смежной стены. Вот. Здесь вот, как видно, разная перевязка пытался я сделать. Вот. И лучший способ получилось, это когда до конца стены мы перевязываем полблока, доходим, а в конце, там где стены стыкуются, мы заполняем отдельно. Вот. И за счет этого привязка к торцевой стене, она лучше, чем мы просто доходим, например, половинкой или целым блоком, так как я, например, начинал. То есть форма так устроена, что когда снимаешь, то здесь швы просто замазаны. Вот. Они не соединяются, блоки между собой. Перевязка идет только по рядам. И плюс еще то, что каждый третий ряд армирование идет горизонтальное. И оно в совокупности дает крепкую стену. Так, это у нас гараж. И, собственно, здесь вот перевязка по-другому идет. Здесь вот блок вот он идет, просто стыкуется. Конечно, лучше было бы сделать так же, как и на той стене. Но здесь уже как получилось. Здесь торцевая стена чисто арматурой только перевязывается. Так, еще поподробнее хотел показать саму форму, ее особенность. Конструктивная особенность, эти ребра жесткости, они приводят к тому, что сбоку блок вплотную не поставить. Можно поставить только вот с этой части, да? Так, вдоль идет. То есть здесь мы можем вплотную подойти блоком, здесь нет. Вот, из-за этого очередность кладки. То есть, допустим, если я с торца подхожу к стене, я должен сначала продольный блок поставить и к нему уже потом развернуть форму. Я думаю, понятно, чтобы вплотную поставить блок. Это раз. Второе. Здесь на форме, вот сделан такой вот момент. То есть форма кладется на ряд, и где-то на 5 миллиметров свисают вот эти вот края. Соответственно, на углах, когда мы кладем, угол закладываем, мы должны это учесть. Учесть и оставить канавку для того, чтобы у нас не перекосило форму. Вот. Собственно, про это тоже практически никто не говорит. До этого надо доходить самому. Так, далее смотрим. Здесь у нас уже рядом баня строится. Здесь я подготовил уже опалубку, чтобы перекрыть форточки. И по такому же принципу будут и двери, и окна, и все остальное тоже будет собираться опалубка и железобетонные перемычки делаться. Еще хотел показать про то, как, собственно, по какой шнурке ведется кладка, так как классическим способом привязать к блоку
и выстроить ряд не получится. Форма имеет края. Опять же из интернета взял вот такой способ. То есть изначально как бы к фундаменту я не разбирал опалубку, крепил 2 вертикальные доски, чтобы повесить отвес. И собственно вот в перекрестие отвеса натягивается шнурка, которая отстоит от блока на ширину вот этого загиба на форме. Есть в интернете подробно, как сделать этот узел, но я вот так вот вкратце покажу. То есть вот в широкой доске выбирается паз и брусок вставляется, чтобы получилось перекрестие. Вымеряется расстояние, которое нужно для контроля вертикали, и крепятся уже 2 доски, которые жестко закрепляются, чтобы можно было каждый ряд. То есть по лазерному уровню я отмечаю ряд следующий на высоту блока и 2 саморезами натягиваю угол шнуркой. Вот. Ну, в принципе, этого достаточно, чтобы как бы ориентироваться. Сильно ровную кладку облицовочную вряд ли получится сделать таким способом. Все-таки разбежка 1-2 мм уходит. Получается, в принципе, стена получается ровная, но не идеальная. Вот. Но по этой технологии как бы и не предусмотрена чистовая отделка. Все равно изнутри и снаружи будет стена отделываться. Ну вот, выглядит примерно так. Все равно довольно ровно получается, что удивительно. Потому что как бы формой, опять же за счет того, что на ней есть выемка, не получается корректировать уровень. Вот, ну еще сейчас пару моментов покажу. Здесь уже вот на высоте работаем. Еще раз напомню, 14 ряд. Всего 17 рядов, то есть мне в принципе 3 ряда осталось. Так, еще хотел показать, как я сделал опалубку для перекрытия проема. Ну, то есть вот эти вот, кстати, брусочки узкие, это я специально сделал, чтобы легче было разбирать. И на эти брусочки, значит, крепится доска, там, либо щит, если нет доски широкой. Выставляется по уровню и снизу закрепляем. После этого 2 щита вот по бокам. То есть мы когда закладываем ряд, получается соседние, ну как бы по бокам блоки мы оставляем, и там где внизу заложил я рубероид, чтобы мне не проливать вертикальное армирование до фундамента. Вот на этих форточках это излишне, вот они небольшие. Сейчас попробую показать. То есть там есть донышко, да, до низа оконного проема. Сделано вертикальное армирование и горизонтальное. 3 нитки снизу и 2 сверху. Вот, перемычка будет высотой 1 блок. Вот, я думаю, это с избытком прочности сделано. Сегодня постараюсь залить. Так. Ну и пока я наверху, вот хотел показать вот эти вот выемки, которые я оставляю для понимания, да, то есть когда перекрещиваем блок, то есть эта юбка должна куда-то встать, чтобы не перекосило. Потому что как бы, ну, угол, он должен быть четко в уровень. Ну, а обычные дальше блоки идут вообще без проблем. То есть по прямой, поглядывая на шнурку и на уровень желательно. Вот. Ведется кладка. Такой вот результат получается. Там тоже еще форточка, вот еще одна будет в бане. Ну и вот примыкающая стена, вид сверху. Ну и в заключение хотелось бы просто как бы подытожить саму технологию, стоит или нет ее использовать в строительстве. Допустим, пожалел ли я, что выбрал такой вариант. Вот. Ну, как бы получается очень даже неплохо, а самое главное, очень крепко получается. Плюс еще добавится вертикальное армирование. Ну и, собственно, армопояс. Все это свяжет конструкцию воедино, и должен получиться очень крепкий каркас. Здесь, кстати, в гараже я уже дошел до перемычки ворот.
То есть я планирую сделать перемычку высотой 2 блока, и еще один ряд будет сверху, до армопояса. Все я это рисовал на компьютере, все это рассчитывал, прикидывал. Но все равно какие-то корректировки в процессе как бы стройки идут, получается. Ну как бы вот такой результат. Ну и собственно как мы работаем. Работать очень желательно вдвоем, потому что таким методом строить медленно. То есть как бы желательно, чтобы был подсобник и мастер хотя бы, чтобы подсобник подготавливал раствор. Вот. С раствором, кстати, я думал, что будет сложно. На самом деле довольно просто. Без всяких доработок справляется вот обычная бетономешалка. Получается отличный полусухой раствор. По консистенции он похож на рассыпчатый мокрый песок. Вот. И он утрамбовывается в блок. Причем как бы я стараюсь утрамбовывать очень так плотненько, чтобы, мне кажется, от этого очень сильно зависит крепкость блока. Вот. Поэтому я стараюсь не торопиться. И где-то вот у меня ряд выходит 60 блоков. Вдвоем ряд делается за 2 дня, не спеша. Вот. То есть один подготавливает замес, второй мастер укладывает блоки. Вот такой вот мешалки как бы небольшой хватает на 3,5 блока один замес. В принципе, это где-то минут на 40 работы. Ну и так далее. Ну и себестоимость блока-то получается, что с одного мешка у меня получается где-то 3,5 замеса. Можно посчитать. Ну, грубо говоря, 3. 3, чуть больше замеса получается. Это около 10 блоков с одного мешка цемента. То есть себестоимость меньше 100 рублей. Это как бы экономика стены. И вообще вот я считал, что на такое как бы достаточно большое строение у меня на стены по материалам где-то затраты меньше 100 тысяч. Это песок, цемент, арматура, пластификатор. Кстати, пластификатор обязательно советую, чтобы не подсаживался как бы раствор, был более эластичный, как бы, и ну по консистенции сильно отличается на обычной воде и с пластификатором. То есть пластификатор как бы он рекомендуется. Ну как бы я рекомендую. Ну на этом закончу сегодняшний обзор. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте пальцы вверх.